Кто есть я? Что мое, а что не мое? Какие выборы я сделаю против себя, а в каких выборах я выберу себя? И буду ли я жалеть об этих выборах, когда я буду древней старушкой, если мне повезет, или вам? Когда мы будем там, в том возрасте, когда остается только вспоминать, как круто было, будем ли мы вспоминать об этом с восхищением и восторгом и думая, какая я молодец, или с сожалением, печалью и разочарованием о том, что можно было как-то иначе прожить эту жизнь, но мы все время что-то делали не так. Если быть точнее, шли против себя, шли против своей души, против своего зова сердца. И вот это, мне кажется, друзья, самая настоящая трагедия, самая страшная печаль, которая может произойти с нашей жизнью. Прожить не свою жизнь. Прожить жизнь так, что в конце понять, что она была прожита кое-как. И совсем не так, как на самом деле нам хотелось. И вот тут мы сталкиваемся с тем, что для того, чтобы понимать себя и понимать, какие выборы мы делаем в свою сторону, в сторону своего внутреннего мира, в сторону раскрытия своего внутреннего потенциала, на благо своей души и раскрытия сердца, на то, чтобы жизнь, она била мощным ключом, и глаза горели от того, как мы ее проживаем. Вот одно из самых главных условий – это знать себя, понимать себя. Понимать, где мое, а где чужое навязанное. Ведь очень часто так бывает в жизни, что вместо того, чтобы прислушаться к себе и следовать за зовом своей души, за своим истинным, мы смотрим на то, что нам продали, что красиво упаковали. Вот этот вот бум на успешный успех. Заметили, как он проходит? Мне кажется, уже вот эти вот картинки с красивой жизнью, они уже вообще больше никого не цепляют. Но как же красиво, как же естественно привлекает внимание что-то настоящее, где мы можем увидеть истинные ценности. А мы, люди, на самом деле очень похожи между собой. И наши истинные ценности во многом совпадают. Да, где-то они будут отличаться. Но если так разобраться, то большинству из нас для счастья и для ориентира в этом мире нужно не так уж много. Всем нам в первую очередь нужна любовь. Любовь, которую мы можем получать из окружающего мира и от наших близких людей, семьи, друзей. Любовь, которую мы можем получать или проявлять, вкладывая в свое любимое дело. Когда наша жизнь наполнена любовью, мы автоматически оказываемся в беспроигрышной позиции, потому что это и есть выбрать себя. Потому что когда у нас есть ценность любовь, не та любовь, которую опошлили через животные инстинкты, это не любовь. Я думаю, вы и так сами это прекрасно знаете. Это механизмы природы, которые были задуманы для того, чтобы
выполнять определенные функции, и для этого любовь, она не обязательно нужна. Там немножко все иначе работает. Но вот только этих механизмов недостаточно для того, чтобы построить крепкие, надежные, доверительные отношения. И этого недостаточно, чтобы жизнь была наполненной смыслом, теплом и живым интересом к этой жизни. Желанием служить не просто из чувства «надо», потому что мы должны своим родителям, должны своим детям, должны родине, еще кому-то там должны, Богу должны, да? Всем должны. И из этого должны, из какого-то страха мы будем действовать. Нет, убрать это все и заменить на «я хочу, потому что я действую из любви», потому что любовь, которая есть во мне, она подразумевает тот факт, что это из меня происходит естественным образом. Я естественным образом хочу заботиться о своих близких. Я естественным образом хочу делать среду, в которой я живу и нахожусь, более благостной, более счастливой, более благоприятной. В общем, что у нас есть, то мы и хотим туда дать, да? У всех у нас разные таланты. Кто-то пришел, чтобы сделать этот мир красивее, кто-то пришел, чтобы сделать этот мир добрее, а кто-то пришел для того, чтобы триггернуть кого-то, и другие от этого триггера, может быть, проснулись или увидели что-то. Не уверена, что это достаточно экологичный вариант развития событий, однако суть в том, что у каждого из нас есть определенные какие-то настройки внутренние, с которыми мы пришли в этот мир, для того, чтобы освещать любовью. И вот одна из ценностей — любовь, она про всех, про нас. И когда мы выбираем что-то из любви, из сердца, мы выбираем себя. Понимаете, себя выбирать — это не всегда про эгоизм какой-то. Это не значит, что я выберу себя, мне будет хорошо, несмотря на то, что остальным, может быть, будет плохо. Нет, я выберу себя так, что будет и хорошо и мне, и другим. Конечно, если у меня окружение, которое живет в парадигме каких-то установок, которые разрушительны для меня, и я выберу себя, невзирая на эти установки, они в какой-то момент, возможно, и будут страдать. Но в следующий раз, возможно, когда у них будет выбор остаться в старых программах или взглянуть на этот мир по-новому, для них это будет благом, потому что они смогут увидеть этот мир через ваш пример, что оказывается можно выбрать себя, потому что так будет правильно, потому что так будет истина и любовь, а не чувство надо, долга или еще какого-нибудь страха. Когда мы выбираем верность, мы выбираем эту верность не потому, что мы боимся, а потому что мы верны себе. Понимаете, наши ценности, они в первую очередь работают на нас, а потом уже на всех остальных, потому что любовь, она начинается с себя самого, с себя самой. Возлюби ближнего своего, как самого себя, да, мы все это слышали, и это как раз и означает, что вначале мы выстраиваем внутренние опоры, мы находим свои истинные ценности, истинные, и опираясь на них, мы уже делаем свои выборы. И знаете, очень важный момент во всем этом, если мы немножко заблудились, если мы немножко запутались, а вот действительно ли эта ценность, она будет благостной? Или она будет благостной только для меня, но для других нет? Ну, в общем, спорный момент может такой вот возникнуть. В таком случае у нас есть один замечательный, великолепный способ, как с этим разобраться.
у каждого из нас, живущего на этой планете в человеческом теле, есть доступ к помощи, которая находится за пределами нашего ума, и она безошибочно работает. И да, я говорю о Боге. Именно советуя с Богом, можно найти верное решение. Именно Творец подскажет верный путь, правильный выбор. Выбор, который будет на благо вам и в то же время на благо окружающим. И такой выбор всегда есть. Когда мы ищем ответы, исходя из любви, когда мы выбираем, делаем выборы, исходя из любви, жизнь к нам обращается и разворачивается, исходя из любви. И не верьте в фразу «от добра добра не ищут». От добра добра не ищут, дорогие мои, тогда, когда это делается не от сердца, а от эго. Я тебе сделаю, а ты мне должен. Вот тогда не ищите никакого добра. Но если вы делаете это от всего сердца, если вы чувствуете, что вы делаете это из любви, и вы делаете это для того, кто пришел к вам и попросил, вы видите, что он в этом нуждается, тогда да. А причинить добро тоже так себе вариант. И делать добро для того, чтобы вам потом кланялись и говорили спасибо, спаситель, так не сработает. Конечно же нет. Но во всех остальных ситуациях это будет правильное решение. И когда мы научимся выбирать себя, мы научимся выбирать свое истинное, вот то, что соответствует вашему нутру, все остальное в жизни, оно просто синхронизируется с вашими личными вот этими вот вибрациями вашей благости. И, соответственно, жизнь начнет вам тоже давать то, что ваше, потому что она видит, что вы готовы выбирать свое. И вы начнете получать свое. Оно работает просто вот как поток, который вы открываете просто тем, что начинаете выбирать себя. И после этого жизнь начинает как будто бы по волшебному такому образу течь в нужное русло. Я это проверяла на себе, я замечала, как это работает. Вот правда, как будто бы чудеса на тебя начинают обрушиваться. Ты куда ни пойдешь, везде встречаешь прекрасных людей. Займешься чем-то, а оно у тебя получается и выстреливает. Но вот только стоит скатиться в какое-то состояние жертвенности, какого-то долга, в общем-то, жить из страха, это никак иначе. Когда мы начинаем жить из страха, этот благостный поток, он блокируется. Восстановить его потом уже не так просто, потому что начинается течение не туда, куда нам нужно. И главное вовремя отсеять все ненужное, все лишнее. И всегда сверяться со своим внутренним состоянием. Если вы чувствуете легкость, если вы ощущаете, что жизнь, она все-таки прекрасна, значит, вы все делаете правильно. А если чувствуете сомнения, если чувствуете тревогу, если в конце концов чувствуете сопротивление от мира,
значит, надо пересмотреть свои позиции и, возможно, даже ценности. И, возможно, лучше поработать над тем, чтобы укрепить связь с источником. И говоря уж о связи с источником, если не знаете, как это сделать, начните с простого, с благодарности. По большому счету больше ничего не нужно. Благодарите Бога каждый день за то, что у вас есть. Можете благодарить Его за то, чего у вас нет. Благодарность – это основной язык общения с Богом. И если чувствуете какие-то тревоги, вы можете поговорить об этом с Богом. Если чувствуете страх за близких, вы можете попросить их здоровья, об их благе, потому что это будет делаться из любви, не из какой-то личной выгоды. Когда мы заботимся о других, это другое, это любовь. И такие молитвы, они тоже не остаются неуслышанными. На этом, пожалуй, все, друзья. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за то, что вы есть. И я желаю вам, чтобы ваши сердца и глаза светились от любви и от радости жизни. Даже когда будете глубокими стариками и старухами.